Дека-система. TP-Link BE22 с индексом скорости BE3600. Вот такие вот два малыша, две таблетки, потому что башенками их у меня не поднялась рука, вернее язык не поднялся, или вообще как это сказать, назвать, да, ну в общем-то. Вот такие вот два красавчика беленьких, которые в двухпаковом варианте, потому что есть трехпаковый, на 3 устройства, могут покрыть 420 квадратных метров. Это дом, квартира, например, большая, там какое-то маленькое предприятие, потому что ну, до 150 устройств может, скажем так, подключить в себя. И при этом это Wi-Fi 7. Без 6 ГГц, но Wi-Fi 7 и не подразумевает под собой обязательное наличие Wi-Fi 6 ГГц. Вы можете открыть, пожалуйста, спецификацию Wi-Fi 7 утвержденную, и там это в базовом варианте Wi-Fi 7 есть 2,4 и 5 ГГц, но обязательно присутствие MLO, 4К CAM и тому подобных вещей. Чем интересна именно серия Deco? То есть в отличие от арчеров, да, там каких-то TP-линков, эта серия очень облегчена в плане настроек. То есть она интегрирована больше в систему умного дома, и в основном она и настраивается через приложение Deco, которое есть у TP-линка, с ее системой умного дома. И все сделано настолько классно и просто, при том, что есть наличие каких-то там особых настроек, например, там VPN-серверов, VPN-клиентов, там каких-то там дополнительных сетей для умного дома, либо гостевых. Здесь вы не будете управлять каналами, вы не будете управлять ничем там особым. Здесь все там, оптимизация Wi-Fi в один клик, настройка через мастер там буквально в 2 клика. Настроили одну, включили вторую в сеть, все автоматически настроилось. То есть это просто mesh-система, которая просто работает и не морочит мозги. Вы просто включили, нажали, подключилось, заработало. Все. Поддержка IPTV через LAN, то есть можно включить, да, там в некоторых старых китайских роутеров этого не было. И еще вот есть такой немаловажный аспект у этого дела, это родительский контроль, о котором я уже там расскажу дальше в обзоре, который заслуживает внимания. То, чего мне не хватает, изначально тоже ложка дегтя небольшая, это через веб-интерфейс, в отличие от Archer серии, их настраивать нормально нельзя, там только информационная какая-то составляющая, все настраивается в основном через приложение. Мы сейчас с вами пойдем его распакуем, конечно же, посмотрим, что заявляет производитель, и уже потом потестируем, потому что очень интересно, как он работает, и потом сделаем выводы. Пожалуйста, подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылка в описании под видео, а мы поехали дальше. Deco BE3600 Wi-Fi 7 Mesh-система Deco BE22 2 пака, как мы видим. И смотрим дальше. 5 ГГц 2,8 гигабита, 2,4, 6, 688 мегабит. Wi-Fi 7, 3,6 гигабита двойной бенд у нас, 150 Connect девайсов возможен, да? Полный гигабит и работает с любым интернет-сервис-провайдером, плюс покрытие 420 квадратных метров с поддержкой MLO. Вот это прикольно, кстати. Давайте сейчас его откроем. О, есть. Смотрите, вот они, две таблеточки. Вот знаете что, TP-Link, а что вы не это, хотя бы в пакетике упаковали, что ли? Как заряднички, да? Смотрите. Патчкорд. Прикольный, кстати. Два блока питания по 18 Вт. 12 вольт, 1,5 ампера, 18 Вт. Дальше второй блок питания точно такой же. То есть тут ничего новенького. Сами по себе Deco. Две башенки, два порта LAN RJ45 по гигабиту, кнопки WDS. У нас, видите, у нас система охлаждения, здесь диффузоры, а сверху вот здесь вот везде пропилы есть, и у нас горячий воздух выкидывают через эти штуки. То есть они не греются внутри, достаточно нормально сделано. Две вот таких вот башенки. Да, абсолютно такая же, то есть тут ничего для нас нового, интересного нет. Давайте так, переходим и тестируем. Ну что, посмотрим на сайте производителя. Deco BE22, BE3600, Mesh-система Wi-Fi 7, и все красиво пишут о том, что в 5 ГГц это будет суммарная скорость 2882 мегабита, а в 2,4 суммарная скорость 688. Это суммарная теоретическая скорость всех устройств, именно коннекта. Теперь два порта по 1 гигабиту. Вижу, что есть мультилинк, обещают. Дальше универсальная совместимость с поддержкой Google Home. То есть он интегрируется в систему умного дома, конечно же. Deco, да, вот TP-Link. Полное покрытие дома 600 квадратных метров. Это на 3 пака, я вам говорю сразу.
Теперь потоковое видео в качестве 8К, но это зря они пишут, оно вообще не про это. Подключение более 150 устройств и знаете что еще? Бесшовный роуминг с искусственным интеллектом. 4К кам. Беспроводная комбинированная магистральная связь и TP-Link Home Shield. Ну, здесь они много чего еще пишут интересного. А вот то, чего нет у других, ну, вернее, возможно, есть, но я пока что не встречал. Это называется технология backhaul, да, комбинированный backhaul. Это когда соединяются станции и через Wi-Fi, и через LAN. То есть они будут пакеты проходить по обоим, то есть у нас будет агрегация. Хотя в гигабитной версии это не так будет ощущаться, но то, что он поддерживает, это факт. Это прикольно. При том, что смотрите, в чем фишка. Вы же можете его через LAN куда-то перекидывать, можете просто через Wi-Fi 5 ГГц, но в пределах, допустим, небольшого офиса, либо небольшого дома, где он работает и в 5 ГГц достает, и в LAN, и LAN вы еще протянули, у вас где-то стоит, то это будет вообще отлично. Соединение, то есть это повышает общую совокупную теоретическую скорость. Это, например, будет влиять на скорость передачи устройств внутри сети. Например, у вас там где-то NAS сервер подключен и очень большое количество устройств будет подключаться к нему там, за мультимедийным контентом. Это как вариант, то есть такая функция есть. Не знаю, насколько она хорошо реализована для 1 гигабита, вернее, насколько ее целесообразность для 1 гигабита, но это сам факт есть. Поддержка VPN клиентов и серверов, это само собой мы сейчас посмотрим в программе именно управления. Есть IoT сети, это сети умного дома, которые изолированы, там они не взламываемые, это все хорошо, они просто-напросто в изоляции. И, конечно же, бесшовный роуминг еще и с помощью искусственного интеллекта, то есть вы, если будете там разговаривать с кем-то, то вы не почувствуете перехода, либо еще чего-то, то есть перехода как такового не будет. Об этом уже давно можно забыть. Уже с развитием меша, уже там, много лет назад там были какие-то пионеры со своим КВРом, да, там, грубо говоря, роумингом, да, то сейчас этот роуминг есть почти везде, нормальный, бесшовный. Дальше у нас простое управление и все. А вот что в спецификации меня удивило, это то, что компания скрывает какой там процессор и какая память. Но с учетом того, что они обещают до 150 устройств, я думаю, что там не меньше там 256 мегабайт памяти, это 100%. Это имеется в виду хранилище, да, флеша и самой памяти, я думаю, не меньше там 128, это 100%. Дальше, 5 ГГц у нас миксованный BE AX ACNA и миксованный 2.4 точно так же BE AX NBG. Так, это мы уже видели. Есть поддержка OFDMA Beamforming, 4К CAM 160 МГц и, конечно же, MLO. А вот видите, по VPN серверам поддерживают сервера OpenVPN, PPTP, L2TP, IPsec и OpenVPN клиенты, PPTP VPN, L2TP и IPsec. Также поддерживают WPA3 персональное шифрование Wi-Fi и, в принципе, больше мы здесь ничего с вами нормального не увидим. И в неофициальных источниках тоже нет никакой информации. По поводу управления с компьютера его практически нет, оно чисто информационное. Вы тут можете просто посмотреть, где какие устройства подключены, посмотреть клиенты, как они подключены, и посмотреть, конечно же, тут в расширенных сами сети, да, какие включены или нет. В системных вы можете апгрейдить ваши точки доступа. Я уже их апгрейдил, они обновились обе сразу же. Видите, у нас последняя версия. Системные логи посмотреть, именно ребутнуть их и посмотреть системные параметры. Просто можем включить WAN Unicast и включать или выключать сеть. Но это вот все нас, то, что касалось на самом компьютере. Давайте перейдем на смартфон. Лисичка, ты нам нужна. Управление все основное роутером происходит через приложение DECA. Конечно же, тут видите, у нас есть сетевое окружение, как это все построено. Видим карту сети. Вот этот вот сейчас подключен вообще к другой точке доступа. До сих пор не мигрировал в 5 ГГц. Дальше у нас есть с вами умный дом, конечно же, это все интегрировано в систему DECA. Есть защита. Вот защита — это вообще классная тема. Найдена одна угроза, не обращайте внимания, потому что оно будет просить, знаете, что, ну, надежность пароля, это все понятно, основная сеть, нужно установить более лучший пароль. У нас есть веб-защита, пробная версия, дополнительно поставить, предотвращение вторжения, пробная версия. Тут давайте это все попропускаем, потому что это по подписке еще дополнительные вещи можно тут включать, дополнительные опции, вышел случайно. Так, по защите все в принципе понятно. Теперь давайте по родительскому контролю. Здесь у нас лисичка.
одно устройство в сети, и можно очень классно делать, смотрите, профиль дома, и мы доставим, допустим, давайте, кого еще там, давайте, Лисичка 2, вот твое второе устройство тут. Возраст 18 плюс, или предпочитаю не говорить, сколько тебе лет, честно скажи? 21. 21, тогда 18 плюс. Теперь давайте выберем тебя, будешь ты у нас сегодня с такой прической. Далее, и давай зафигачим твой. Нет, давай еще один твой компьютер зафигачим туда. Все, подтвердить. И вот здесь мы тебе, смотри, заблокированные сайты. Можем добавить ключевое слово или сайт. Например, твое любимое какое слово? Нуха. Короче, вот такую вот заблокируем. Да, вот типа того. Теперь дальше. Веб-фильтр, взрослый контент. О, тебе запретить его? Давай тебе запретим. Все, заблокируем. Азартные игры, 100% тебе. Половое образование, забрать. Ну, нет, тут образовывайся. Подожди, какие тут веб-сайты? Ой, не. Так, сетевое общение, ладно, общайся, социальные сети, перестанешь в своих хоть тиктоках сидеть. Платный контент, нефиг за тебя платить. Ну, медиа можешь смотреть. И игры, ну, вообще обнаглела, играешь сколько. Ну, тут, видите, родительский контроль просто топовый. Дальше у нас есть самоуправление роутерами. Есть лаборатория дека, где мы можем видеть, ну, именно использовать VPN, и есть у нас Wi-Fi ассистент. Это классная тема. Вот когда ты просто-напросто выявляешь потенциальные риски, где вы используете публичный Wi-Fi, но это не относится к самому роутеру, это просто Wi-Fi ассистент для других сетей. Дальше у нас есть с вами управление QoS в приоритизации, да, управление доступом Wi-Fi, режимы черного списка, и давайте в сами настройки Wi-Fi. Тут все достаточно скудно, объясню. Дело в том, что у нас здесь можно либо делать совмещенную сеть, либо 2,4, либо 5 ГГц. Можете включать либо то или нет. Есть лайфхак, как включить отдельно 5 и 2,4. Это просто-напросто взять и включить дополнительно гостевую сеть на 2,4 ГГц. Поддерживается ширина канала 160 МГц, защита WPA3, и больше ничего тут интересного для нас нет. И дополнительных каких-то настроечек тоже я не нашел. То есть, ну да, мы заходим там деком, можем изменить имя, можем что-то сделать. Давайте сбросим. Также у нас здесь есть сеть мультилинк, но опять же включить ее мы можем. Но она насколько актуальна без наличия 6 ГГц, вот этот момент для меня очень-очень сомнителен. Хотя она есть, и роутер это поддерживает. Есть сеть IoT. Если вы ее включаете, вы сюда просто-напросто подключаете устройство умного дома, они будут изолированы, и взломать их будет достаточно тяжело. Смотрите, в настройках мы можем с вами работать динамически, статически. PPPoE, AutoTP, PPTP, DS Lite, V6+, и MapE OCN. Это очень классно, потому что очень богатые варианты подключения. Есть поддержка IPv6. И дальше у нас есть такая штука, как оптимизация сети. Классная тема. Посканируем ее и ищем. Так, все, Wi-Fi помех нет, потому что мы уже ее вообще оптимизировали. Вообще здесь просто нельзя управлять конкретно каналами. С помощью оптимизации сети он сам настроит самый лучший канал. Канал все оптимизирован. Дальше, VPN. Есть поддержка у нас, как мы уже говорили. Видите, ну, грубо говоря, мы можем WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP с IPsec. Здесь есть предустановленные норды Surfshark, IPVanish и PureVPN. Также есть у нас VPN-серверы, и можно у нас шифровать еще VPN. А больше ничего у нас такого здесь нет. Кроме того, что гостевую сеть вы можете включить, допустим, на 5 ГГц и на 2,4 отдельно. Мы ее сейчас выключим. Я предлагаю сейчас протестировать с вами скорость работы. Для этого лисичка пойдет и выключит у нас вторую точку. Мы ее подключим потом. Теперь тестируем возле роутера первично скорость. Конечно же, мы здесь получаем чистый гигабит, вообще без каких-либо проблем. И он отрабатывает. Мы сейчас тестируем. Видите, с помощью этого теста у нас фактически идет, видите, тест на LAN-порт. Видите, LAN-порт. Он подключен к нашему КНАПу 10 гигабитному. И, конечно же, на виртуальный сервер идет. Дальше у нас идет загрузка-выгрузка. А следующий тест мы сделаем на WAN-порт. Это значит на внешний мир. Давайте дождемся. У нас гигабит на гигабит, по сути. Ну, это получается 947 плюс служебный трафик. Теперь мы с вами открываем спид-тест и тестируем то же самое, фактически эмулируя тест. Ну, не эмулируя, это прямой тест на WAN-порт. То есть у нас и WAN, и LAN абсолютно честные. Смотрите, это вот там 885 на там 900 будет с чем-то. На 941. Теперь смотрите, какой прикол.
Мы сейчас с вами протестируем 5 ГГц на одну точку, насколько он хорошо покрывает. Пошли, вы сейчас увидите. Студия фактически 86 квадратов, туда еще 350. То есть вот для меня вот таких два TP-Link дека будет очень даже неплохо. Мы сейчас стоим на дистанции, которая показывает обычно у нас падение до 60%. Ну, данный роутер имеет просто запас своей мощности намного больше, поэтому он показывает не 60%, показывает 30% на загрузку и порядка там 41% на выгрузку. Можем еще раз стартануть. Смотрите, это на внешний мир. И мы понимаем, что это вот достаточно хороший, мощный, интересный роутер даже в одной башне. Если мы сейчас включим с вами, допустим, точку доступа, то как она будет работать? Если мы ее включим в этом месте, а можешь ее включить сейчас. Если мы ее включим в этом месте, она сейчас законнектится, то она вот эти вот показатели будет раздавать дальше. И это уже отправная точка этого роутера. А если мы ее подключим здесь через LAN на J45, то она будет раздавать гигабит дальше туда на весь офис. Давайте так, сейчас подождем, пока она подключится. Перейдет у нас смартфон на вторую точку и пойдем еще протестируем туда дальше. Да? То есть у нас будет покрытие действительно намного больше. Смотрите, сейчас он моргает красным, он должен загореться зелененьким, когда уже подключится. Это будет означать, что он уже подключился. Давайте ждем. Здесь прям красиво красный, да, моргает? Оп, все, есть. Есть. Теперь пошли со мной сюда. Мы перейдем с вами в студию. Туда дальше. То есть у нас здесь ремонт, не обращайте внимания. Мы сейчас переподключим Wi-Fi. Смотрите, он переключился на вторую точку автоматически. Смотрите, и мы сейчас стартуем тот же самый тест, даже вот здесь вот. И он уже нам выдаст сюда, с учетом падения того, что у нас здесь, покажи, дверь металлическая. Он у нас показывает там 520-530 мегабит. Это, кстати, вот на этой дистанции одна станция покроет с очень большим трудом и покажет здесь максимум 100 мегабит. То есть вот по такому принципу это все и работает. И работает, кстати, очень неплохо. 530 на 445. Пошли дальше. Теперь тестируем 2,4 ГГц, отключим 5. Я хочу понимать, как сеть у нас адекватно или неадекватно работает во всех диапазонах. Все, 2,4 включено. Теперь тестируем через OpenSpeed Test 2,4 возле точки доступа. И получаем там эфемерные 200. Ну, кстати, это очень неплохо. Там 230. Это очень хороший показатель. Даже 260. Ну ладно, 270. 300. Мы чересчур близки к точке. Да, к точке. На отдачу 152. На 157. А теперь пошлите на одну точку. Мы с вами запилим, грубо говоря, вот здесь вот на отдаление. Мы будем понимать. То есть мы проверили, что вторая точка нормально работает. Меня интересует одна точка на отдалении. Насколько она адекватно выдерживает нагрузку в 2,4 ГГц. То есть мы с вами имеем падение. Ну, 2,4, да. Вот буду честен. 2,4 у нас показывает, в принципе, видите, 85 на, а ну-ка, на 62. И 2,4 в Wi-Fi 7 роутерах, да, даже в Wi-Fi 6 уже работают, конечно же, хуже, чем, допустим, в том же самом 5 ГГц либо 6 ГГц диапазоне. Это уже факт. Раньше считалось, да, там 5 ГГц, на заре своего появления он работал хуже. Сейчас это уже совсем другие приоритеты, совсем другая работа. Слушайте, давайте уже пройдем, да, прорезюмируем наше видео. В качестве выводов скажу, мне реально интересно, зачем скрывать технические характеристики. Вот, ну, это вот прям неизвестная такая фигня, честно вам скажу. Мне не хватило веб-интерфейса и не хватает мне USB в таком роутере для работы с модемом, допустим, если там вам нужно какое-то там резервирование, либо USB какое-то устройство для элементарного DLNA сервера. Но он мне очень понравился за его простоту, за честность. То есть это честный гигабитный роутер. Гигабит заявлен, гигабит дает. Ходит между друг другом, там эта информация, там гигабит хорошо покрывает нормальные площади. У меня вопросов к нему по его функционалу, который заявлен, нет. Недостающий функционал я вам сказал. В целом рекомендую. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.